Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на вторую половину месяца февраля. Я понимаю, что я уже несколько опоздала с этим раскладом, но тем не менее я его делаю. Делаю для того, чтобы, возможно, не так вам обидно было, что другим знаком сделала, вам нет. Все равно этот расклад сделаю. Я не могла долгое время ничего записать и выложить здесь, потому что просто болела элементарно, да, грипп, не могла записать никакой расклад. Сейчас голос ко мне чуть-чуть вернулся, я постараюсь вам это видео сделать. Итак, Водолеи, давайте посмотрим, что же ожидает, возможно, вас на этой неделе, которая еще осталась, потому что период у нас второй половины февраля с 15 по 28 февраля. Возможно, у кого-то уже эти события отыгрываются, уже происходят. Можете в комментариях написать, насколько это так. Также подписаться, если вы еще не подписаны. Тоже буду очень и очень рада. Итак, Водолеи, давайте посмотрим. Знак Водолеи. Первая карта, которая у вас есть, это карта Тройка жезлов. Тройка жезлов. Он смотрит вдаль, да, на эти корабли, которые впереди него. Ждет он их прихода, возможно, да, потому что они вроде бы как идут на него, к берегу, на котором он стоит. То есть здесь есть планы, ожидания реализации своих планов. Вы здесь ставите перед собой какие-то цели и идете к реализации этих целей. Возможно, вы хотите каким-то образом здесь получить наконец-то желаемое или делаете какие-то важные шаги, чтобы получить то, что вы себе наметили. Кстати, по тройке жезлов вы уже можете даже видеть первые результаты своих трудов, каких-то своих уже вложений, которые по этой карте очень хорошо могут отслеживаться. Но в целом здесь очень много планирования, видения будущих каких-то перспектив для вас очень важных, которые вы здесь рассматриваете. То есть вы все равно, несмотря на возможные трудности, сложности, препятствия, вы ищете способы, чтобы их преодолеть и все равно выйти на ту финальную, может быть, точку, к которой вы стремитесь, да? То есть вы себе наметили какие-то планы, вы к ним идете. И вот это то, что вы делаете во второй половине месяца февраля. Следующая карта у вас карта Туза кубков. Кстати, очень оптимистичная, очень позитивная карта. То есть у вас позитивное видение будущего. Вы открыты сердцем, душой, вы верите в лучшее какие-то свершения для вас. Вы хотите по Тузу кубков получить какую-то хорошую возможность, которая вам здесь открывается, принять эту возможность, потому что она может приблизить вас к получению желаемого. Карта на самом деле очень хорошая. Для кого-то это даже новая влюбленность, новые романтические отношения, которые у вас могут быть в самом начале, когда вы стараетесь привлекать больше внимания к себе, к своей персоне. И по Тузу кубков с кем-то знакомитесь, если вы одиноки. Ну давайте посмотрим еще карта Солнце. Такая очень ясная, очень хорошая солнечная карта, очень позитивная, которая тоже показывает позитивную веру в успех, в лучшее. Возможно, здесь по карте Солнца будет проясняться какая-то ситуация, будет становиться теплее на душе. Все становится как-то понятнее, ярче, да, жизнерадостнее. Возможно, кто-то из вас наконец-то почувствует приход весны и понимание, что все на самом деле не так уж плохо, даже если раньше были какие-то сложности или какие-то провалы, проблемы, да, в работе, в делах, то по карте Солнца здесь есть явное улучшение. То есть какие-то радостные здесь, очень оптимистичные мысли, которые у вас появляются по карте Солнца. Карта Льва, у кого-то, кстати, может быть общение с человеком знака Лев, а так как дальше еще и королева жезлов, то здесь есть огненная стихия, это львы, овны или стрельцы. Возможно, если вы не общаетесь с таким человеком такого знака, хотя может быть и новые отношения с таким человеком для кого-то из вас, кто одинокий. Но если здесь речь не идет о таком человеке, то вы можете проявлять эти качества. То есть по королеве жезлов это такое жизнелюбие, оптимизм и целеустремленность, движение к вашей цели в делах, в личной жизни, да, то есть вы стараетесь по королеве жезлов получить то, что вы хотите, то, чего вы желаете. И не зря здесь она изображена с этим черным котом, таким символом мудрости. То есть вы стараетесь своим умом, мудростью прийти к своей цели, своей работой, в
конце концов, тоже по королеве жезлов, целеустремленностью, каким-то четким видением, пониманием того, как вам нужно идти к своим целям, какие шаги делать, какую последовательную работу выполнять, потому что Солнце — это тоже вы ясно видите ситуацию, вы четко понимаете происходящее для вас в делах, в работе, особенно в бизнесе, да, то есть вы очень четко все видите, понимаете. Кстати, туз кубков может касаться не только же отношений, он может касаться любых новых начинаний в делах тоже, в работе тоже, то есть какое-то четкое видение ситуации и желание принять этот кубок возможностей, который вам дается, и вы видите в этом кубке, который вам здесь преподносится этой рукой, хорошую перспективу, которая позволит вас подтолкнуть к реализации ваших планов. Следующая карта — шестерка жезлов, кстати, тоже карта победителя. Вера в успех, вера в победу, вера в какие-то, не знаю, успешные решения, которые вы здесь принимаете, делаете, соответственно, они ведут вас к победе, к успеху. Вы здесь очень мудро можете поступать, вы здесь можете быть примером для окружающих, вы можете быть в центре внимания, когда вы где-то выступаете или вы где-то появляетесь на публике или в компании каких-то знакомых, где вы в центре внимания, потому что вы ловите на себе восхищенные взгляды, вы можете здесь обратить внимание других людей на какие-то свои мысли, свои идеи, которые они могут, буквально принять, пойти за вами, как будто бы вы готовы повести за собой толпу. Вот она, шестерка жезлов. Король жезлов, снова огненная стихия, да, то есть лев, овен, стрелец. Возможно, и правда общение с таким человеком для вас будет особенно важным и существенным, но также король жезлов. Вы проявляете, в принципе, эти качества здесь, хоть вы воздушный знак, вы не огненный знак, но здесь вы как будто бы больше добавляете огня, больше огня в свои действия или больше огня в свои отношения, если вы с кем-то знакомитесь. То есть вы здесь проявляете больше страсти в том, что вы делаете. Верховная жрица, кстати, да, возле Солнца еще выпадает. Действительно, прояснение каких-то ситуаций, каких-то вопросов, возможно, тайное становится явным, более понятным для вас. То, что раньше скрывалось, выходит на свет, но при этом по карте туз кубков также возможны какие-то радостные для вас события, которые вы не хотите разглашать. Возможно, вы стараетесь пока что их держать в секрете или просто не особенно афишировать, и поэтому в этом тоже есть какая-то своя мудрость. Да? Счастье любит тишину. Не рассказывать о каких-то хороших изменениях, которые у вас здесь происходят во второй половине февраля. Принцесса кубков, да, тоже как хорошие вести, хорошее известие, хорошие возможности. Вот эта рыбка выныривает здесь из этого кубка, как будто говорит вам о хорошем каком-то предложении, дает вам какую-то хорошую возможность, которую вы можете принять, а можете не принять. То есть от вас зависит, согласитесь вы ее принимать или нет. Но тем не менее, здесь вы, скорее всего, ее принимаете. Вы, тем не менее, соглашаетесь с тем, что это какая-то для вас хорошая, удачная возможность, которая, да, дается вам не просто так здесь. Для одиноких, правда, здесь какое-то хорошее знакомство может быть, романтическое, да, поэтому карта принцесса кубков. Маг. Волшебник, да, чародей. То есть все получается у вас как по волшебству. Вы можете здесь что-то сделать, спланировать, то, что вы давно хотели, да, или вы спланировали ранее. Вы можете здесь начать реализацию своих планов. Вы можете здесь по алхимику сделать чуть ли не что-то невозможное и выйти победителем в какой-то ситуации по алхимику. То есть вы очень активны опять. Вот об этом же и говорят эти короли и королева жезлов. Вы очень деятельные, амбициозные, вы очень как будто бы настроены на то, чтобы работать на себя, делать так, как вы видите, как вы понимаете. По алхимику тоже человек ясно видит, четко понимает ситуацию, ясно понимает происходящее. Тут же карта Солнца. Да, ему известны какие-то тайные секреты, какие-то, может быть, скрытые моменты ранее, которые сейчас стали известными, и это дает вам возможность, как какая-то фора, да, какая-то дополнительная возможность здесь творить, создавать, созидать что-то новое для вас, что-то лучшее по алхимику. Карта звезда надежды.
возможность реализовать свои надежды, какая-то дополнительная вера в успех, которая у вас появляется в феврале месяце. Возможно, раньше этих надежд не было, или они как-то угасли, но здесь сейчас у вас появляется опять ощущение, что не все потеряно, что ваши планы реализуются, что то, чего вы ждете, на что вы надеетесь, оно получит все-таки реализацию, что это наконец-то вам удастся. То есть здесь очень много веры. Здесь очень много веры. Может быть, даже вы здесь и что-то, опять-таки, во что-то верите, не рассказывая окружающим. Радуетесь каким-то важным событиям здесь для вас. И опять-таки, не делитесь пока что хорошими изменениями в вашей жизни, которые происходят, чтобы как будто бы не отпугнуть удачу, не отпугнуть то, что приближает вас к вашей цели, к достижению желаемого. Карта семерка кубков с принцессой кубков. Тоже, как у вас, знаете, много есть возможностей, но какие-то из них могут быть несколько затуманенными такими, да, и поэтому у вас могут быть трудности, связанные с этим выбором. Но вам нужно, скорее всего, знаете, просто очень четко разбираться в том, что вам предлагается, и по карте сила, иметь силы в себе, иметь силы сделать этот выбор, сделать его правильным из того, что вам предлагается, выбрать именно тот кубок, который вам нужен по семерке кубков. Опять-таки, не бояться мечтать, не бояться планировать, не бояться здесь пытаться реализовывать уже какие-то свои мечты и планы, то есть то, что вы себе нафантазировали ранее, иметь силу для того, чтобы поднять себя и идти реализовывать то, что для вас важно. Может быть, что-то для вас было каким-то только планом, да, к действию, какой-то мыслью, что нужно будет когда-то там, да, начать, не знаю, какое-то там свое дело собственное или еще что-то такое. Так вот, время сейчас как раз для этого подходит. Вот сейчас как раз время этот кубок, туз кубков, как раз в свою жизнь привнести, то есть начать это новое в вашей жизни, о чем вы, возможно, ранее мечтали. У вас для этого достаточно сил, достаточно ресурсов. Вы хорошо уже подумали об этом шаге по четверке мечей. То есть вы уже сделали шаг назад, вы уже хорошо осмыслили все варианты, все возможности, которые у вас есть. И решение, которое вы здесь принимаете, оно будет максимально обдуманным, максимально, скорее всего, правильным, мудрым по шестерке жезлов. Это действительно то, что вам будет здесь нужно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для Водолея, я завершаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.